Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я с вами делюсь печеньями, итальянскими печеньями кантучини. В классическом рецепте они делаются только с миндалем. Я делаю всегда их и с миндалем, и с другими орехами. Также в них можно добавить изюм или какие-то цукаты. Рецепт у меня от итальянской моей подруги и ее бабушки. Очень вкусные получаются, вкусные. И как правильно их делать в этом видео. Ингредиенты абсолютно простые для этого печенья. Печенье получается на самом деле очень вкусным и ароматным. Ароматным получается из-за того, что я добавляю цедру одного апельсина. Можно взять цедру одного лимона. Это уже как вам по желанию хочется, какую взять цедру. Но обязательно ее возьмите. Первое, что я сейчас делаю, это сделаю цедру и соединю ее с сахаром. Итак, с самого начала. Сначала делаю цедру и перемалываю орехи. И прежде чем замешивать тесто, я высыпаю стакан сахара, граммов 170, здесь 180 у меня. И цедру апельсина или лимона, как вы решите взять. Но мне с апельсином нравится больше. Мне кажется, более ароматное печенье получается, чем с лимоном. И цедру так вотрите немножко в сахар. И дайте буквально, чтобы минутку постоять. Почему? Тогда аромат будет у вас более насыщенный. Если именно цедру, всегда вообще, если готовите с цедрой какую-то выпечку, то в сахар вотрите сначала цедру, будет более ароматная. Пакетик разрыхлителя высыпаю в муку. Муки у меня здесь взято граммов 500, не граммов 500, а 500 граммов. Обязательно муку просеиваю, чтобы насытилась кислородом. И немножко размешиваю, она практически вся уйдет. Может быть, чуть-чуть останется. Это зависит всегда по-разному. Буду смотреть на состояние теста. Сюда 3 яйца, стакан сахара с цедрой. Венчиком просто перемешиваю до однородности. Теперь сюда масло 100 граммов. Масло очень мягкое, но я его не растапливала. Оно само у меня лежало просто где-то час. И теперь добавляю по немного муки. И только руками. Ни в коем случае не делайте миксером, состояние теста будет другим. Это уже не будут печенья кантучи или кантучини их называют. Не должно быть взбитых яиц миксером, только руками. И каждый раз добавляя до того состояния, пока тесто не начнет формироваться в тесто. Каламбур, но должно начать отлипаться от рук, но быть при этом не забитым мукой. И когда тесто такое еще мягкое, начало отлипать от рук, но мука у меня еще осталась, тогда я ввожу орехи. Орехи, кстати, перемолотые у меня не до конца, их не надо перемалывать в крошку, а должны все равно быть и цельные орехи оставаться, тогда вкус лучше. И вмешиваю уже с тестом орехи в тесто. И дальше удобнее домесить тесто на столе. Чуть-чуть оставшуюся муку я сюда высыпала, перекладываю тесто и домешиваю на столе. Все, тесто готово. Подготавливаю противень с пищевой бумагой. И я отрезаю одну часть. Оно уже тесто даже красивое в разрезе от орехов здесь смотрится из цедры апельсина. И теперь нужно сформировать колбаску поуже, чтобы она была. Почему? Потому что не забывайте, что мы добавили разрыхлитель. И, конечно же, все это увеличится в размере. Такую колбаску формирую. Теперь немножко приплюсниваю ее, чтобы она была буквально сантиметра 1,5 в высоту. И перекладываю на противень. Хотела разделить на 3, но все-таки полноценных 4 таких колбаски у меня получилось. Обязательно оставляйте расстояние между, потому что оно увеличивается. И ставлю в хорошо разогретую духовку 180 градусов на 30 минут вверх-вниз. А потом уже покажу, что дальше делаем. Как я и сказала, полчаса у меня были в духовке эти колбаски, которые сейчас превратятся в печенье. Теперь я их перенесла на стол просто-напросто, а сюда положила новую бумагу. И мне нужно их порезать и разложить на противень. Покажу сейчас как. Лучше всего зубчатым ножом резать. Просто режу на полосочки.
И вот смотрите, хотела еще подсказать один такой момент. Когда нарезали кусочки, их можно положить, конечно, и вот таким вот образом, вот так вот. Но не кладите так. Почему? Потому что вот вы подсушите эту сторону, а эта сторона будет мокроватая снизу, которая обязательно будет мокроватая. Вам придется опять переворачивать. Поэтому вот делайте небольшое такое расстояние между кусочками и вот так же вот просто ставьте. А теперь просто на 10 минут, та же температура 180 градусов, ставим и подсушиваем. Все, и теперь уже как подсушили, можно подавать к столу после того, как они остынут. Хранить такое печенье лучше в закрытых каких-то или коробки, или банки, потому что если особенно у вас влажность повышенная, то они могут стать мягкие. Они не должны быть мягкие вот сверху. Внутри они могут быть немножко мягкие, не совсем такие кондовые, дубовые, что называется, а сверху должны быть хрустящие. Очень ароматное печенье, вот аромат из цедры апельсина. Пожалуйста, делайте такие печенья и на Пасху, и на Рождество подойдет, как я уже сказала. Очень вкусное на завтрак, с собой взять детям в школу, очень любят, всегда им кладу, когда делаю. Приятного вам чаепития, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. За лайки вам всегда спасибо.